Ветер в лицо, я бегу напролом. Сломанный компас укажет мне дом. Улицы греют холодом льдистым. Жить без причины, быть оптимистом. Пьяные ночи под шумный аккорд. Двери закрыты ладонями в кровь. Летим на парах словесных атак. Топим в раздумьях несказанный факт. Горький привкус жизни не сотрут дожди. От безысходности не спрятаться, прости. Прыжок в неизвестность за мгновением. Гоним в этом бешеном ритме. Нас не остановить. Тусклые лампы, неоновый свет. Топчем асфальт, забывая ответ. Люди как тени, оставив следы. Ночь нарушает все наши мечты. Бегством отправил под кожу, как нож. Время стирает темную ложь. Просим спасения в грохоте панк. Наш темперамент закрывает фланг. Горький привкус жизни не сотрут дожди. От безысходности не спрятаться, прости. Прыжок в неизвестность за мгновением. Гоним в этом бешеном ритме. Нас не остановить. Посмотрел кучу видосов про этот EDC, который в Таиланде, в Вегасе. Вроде какое-то мега масштабное мероприятие, тусовка. Со всего мира туда съезжается, чтобы поплясать. Поэтому купил себе VIP-билет, стоит 7000 бат. Сейчас еду в Централ Пхукет, дабы забрать какую-то коробочку, я так понял, с пропуском. То есть там браслет какой-то должны дать и еще что-нибудь. Посмотрим. Короче, я приехал, а нет ни хрена. Норм. В этот раз я не ошибся. Так, ну что, получил браслетик. VIP. EDC 2025. Едем. Еду, правда, намного раньше. Потому что фиг знает, что там за толпа будет. Лучше еще там проканусь и на районе погуляю. Про этот фестиваль я на самом деле немного знаю. Я первый раз на него еду. Я видел, что он очень популярен в Америке, в Лас-Вегасе. У него там даже какой-то кемп есть. Выглядит прикольно. Но в кемпе я видел, там и бассейн делают, и прям пенные вечеринки.
Здесь, мне кажется, навряд ли они успеют такое сделать, ну и всего на 3 дня. Не знаю, посмотрим. Еще видел такой же EDC был в Мексике, все остальные страны я забыл. В Китае. Да, в Китае еще был. В Таиланде, по-моему, возможно, первый раз. Потому что, ну ладно, надо проверить информацию. Также я понял, что на вот этот вот браслете, который у меня на руке, надо кэш где-то там положить и все, им расплачиваться. Вот это удобно, потому что в такой толпе сдачу давать, это мелочь, да, блин, такой геморрой. Я еще начал шафл учить, но пока что мой уровень шафла полная хрень. Что-то мои конечности не слушаются меня. Я вообще всю жизнь не танцевал, нигде не практиковался, поэтому для меня это оказался каким-то хардкорным процессом. Это, конечно, я бы так не обгонял. На подъеме перед поворотом. И у него, причем еще трахтелка какая-то не быстрая. PCX, по-моему, 150. Я когда браслет получал, я прям видел народ едет с чемоданами, чтобы эти браслетики взять. То есть они, видимо, целенаправленно прилетели, чтобы попасть на этот концерт. Нет, это не концерт, фестиваль. Нет, назвал. Фестиваль электронной музыки. Дешифруем на русский так. Вон, кстати, Биг Буду видно, но он закрыт сейчас. И если присмотреться, там такой склон, это вот как раз где произошел оползень, где-то, по-моему, в августе. И даже народ погиб. Там прям на дома он сошел. Кемпинг какой-то. Вот мне кемпинг понравился, правда это называется, по-моему, глэмпинг. Я в Испанию ездил в серф-лагерь, и там глэмпинг арендовал. Это, знаете, это палатка, а в ней двухспальная кровать. Вот это был вообще лютый кайф. Очень помогло. У меня еще была, это моя первая работа там в энергетической компании. Очень жесткий график. То есть начало карьеры, я там по ночам, по выходным, командировки. Командировка там в Иркутск из Москвы, 6 часов летишь.
В 7 прилетаешь, быстро в отеле шмотки забрасываешь, на 8 утра уже встреча, потому что там около государственные компании были, и они, хрен знает, почему они так рано начинают работать, они уже все, у них 8 утра рабочий день начинается. И целый день встречи, так как у нас была управляющая компания, то потом там какие-то показы, митинги, репорты, осмотр заводов. И вечером в ресторан везли, где все нажирались нехило. И утром снова вставать. Там еще, возможно, в какой-нибудь бар попасть. Короче, день до 2 потусить, а утром вставать и в 8 снова какая-то встреча. Так 2 дня без какого-либо расслабона и обратно в Москву. Поэтому дрессировка была лютейшая. Я после этой работы стал лютым трудоголиком. Просто привык. Как коллеги сказали, нафиг нам туда идти. Чтобы туда попасть, надо в определенной кондиции быть под чем-то. Я, конечно, в корне не согласен. Я вообще все места посещаю трезвым. По 2 причинам. Во-первых, я не пью и не курю. А вторая причина – так лучше воспринимается реальность. Сначала сложно получать удовольствие. Я, конечно, когда я в институте был, я тоже развлекался как мог. И в какой-то момент все эти тусовки начинают сильно коррелировать с алкоголем. Ну ладно, с алкоголем. И без него уже становится как-то скучно. В какой-то момент я понял, что это проблема, одна из. Вторая проблема, я просто тупить люто начинал. И я не мог делать мои алгоритмы и высшую математику на достойном уровне, без ошибок. Люто косячил. Ну вот, и по причинам этих 2 проблем я решил, что надо как-то перейти на уровень получения удовольствия, будучи полностью в сознании. И спорт в этом помог. А потом как-то уже и вечеринки стали тоже веселыми. А еще что классно, можно везде доехать на транспорте, вернуться самостоятельно. Вот сейчас какой кайф на мотике туда погнать, на этот фестиваль, и вечером обратно через ночной Пхукет. Я еще поеду по длинной дороге, думаю, через Пхукет-таун проеду. Хочу посмотреть на ночной главный город острова. И с тех пор нам удовольствие получается на трезвую голову. Нифига себе, там классная лодка. Блин, надо. Хотя я думаю, камера записала рекламу. Я бы сгонял на такой лодке с бассейном. Очень прикольное место, кажется. Так, ну, судя
по навигатору я уже достаточно близко. 10 минут, и то он показывает с учетом трафика. Вот, красненькая где-то. А, ну там уже, наверное, в конце пробки. Блин, что, неужели не я один такой умный, кто приехал так рано? В этом районе, кстати, Пхукета я еще ни разу не был. Даже не знаю, как он называется. Бангтау. А, нет, что-то я слышал про это. Сейчас вроде как популярный район становится для жилья, потому что юг просто заселили туристы, а север такой достаточно свободный. Короче, на другую парковку меня не пустили, говорят, в 4 часа. Ну, не знаю, в 3 уже начинается концерт. Может, он хотел сказать, типа, в 2. Припарковал я где-то возле стройки. Вот краны. И я так понимаю, за этой стройкой находится как раз EDC. Ну, надеюсь, будет норм. Вроде... Да, я бы не сказал, что здесь запрещено. Единственное, только что покрашенный прям забор. Не знаю, вроде. Ладно, надеюсь, все нормально с моим мотиком будет. Так, до начала еще дофига на самом деле. Часа 2-3. Я думаю, может на массаж сгонять. Типа, знаете, мышцы, чтобы мне все прожали перед тем, как танцевать. Сейчас посмотрю, вот там видел какой-то райончик прикольный с торговыми центрами. Может, кофейку попью. Думаю, перед концертиком стоит покушать. Навряд ли там есть еда. А если есть, то за какие-нибудь золотые баты. А Wine Connection знает, кстати, очень популярна здесь. По-моему, австралийская сеть. Там вино можно в ресторане, вино по розничным ценам нормально покупать. И достаточно обширный список выбора. Тайский крафтовый шоколад. Drink ice cream shop. Так, ну, ларек запомнили. Так, пообеду и 100% сюда зайду. Погрузить все изысканную японскую атмосферу, где кулинарные изыски и празднования соединяются. Окей, ладно. Уговорили. Блин, а какие тут ценники, интересно. Вот, вот менюшка, кстати, можно глянуть. Нормально. 400, но не, вообще, кстати, дороговато. Ну ладно, что сегодня знаменитый день. Ой, знаменитый. Cold. Черный экран. Ладно, садимся. Посмотрим. Савадикап. Can I have menu, please? One. Подача прикольная. Вот. Безалкогольный коктейль с личами. Муху слышь. Ну-ка, заценим. Блин, да тут один лед, короче. Ну, вкус есть, но... Оп! И нет коктейля. Просто лед. Обалдеть, 1200 рублей стоит. Ну, будем знать. Но зато попробовал. Нет, так-то он вкусный, но это ни о чем. Это просто я 3 глотка сделал, его больше нету. Ну да, как во всех этих
В мажорных ресторанах размер блюда, конечно, ни о чем. Ну, что это такое? На картинке там вот такие были кругляши. Коктейль уже все давно нет. Салон-маки принесли. Я даже не стал их снимать. Ну, они, как обычно, выглядят. За секунду пропали. Но салон-маки, ладно, у них стандартный размер. Ничего не сделаешь. Ну, вот это что такое? Так, пришло время вот навестить десертную. Такая упаковочка. Зря, наверное, еще айс чоколад взял. Потому что слишком много шоколада. А что, кстати, там по диете? Мне вообще можно сейчас шоколад? Ладно, сегодня день исключения. Теоретически 18 минут назад уже 2 часа наступило, и там нельзя было кушать. Так, вот девчонки готовят. Айс чоколад. Выглядит топово. Кажется, надо было... Нифига себе, там том-ям есть. Капунка. Так. Ну, здесь на уголке и приземлимся. Ой. Что там приторно-сладкая, жесть. Ну, кстати, прикольно все равно. Так, блин, мне надо будет потом взять что-нибудь попить. Там я лед погрыз. Здесь супер приторная. Я так не напьюсь. Хотя там, да, я думаю, там уже. Вот это как обычная конфетка выглядит. Ну да. Ничего необычного. Просто шоколад. Вкусно, но я ожидал что-нибудь супер уникальное. Так. Следующее. Я уже не помню, что это такое. Ну, блин, а вот это вкусное. Я не могу определить, что я ем. Ягоду какую-то. Шоколадную ягоду. И последнее. По вкусу сильно от первой не отличается, от квадратика. Не, вторая норм. Вот эта вот бело-голубая. Там как будто ягода какая-то была. Блин, как же все сладко. Теперь надо запить это чем-то. Приторность. Мне кажется, просто водичка нужна. Все, хватит эксперименты. Мне нужна вода. Так, ладно, пей воду. Хочу свежевыжатый апельсиновый сок. Выпил я этот апельсиновый сок, блин, он тоже с сахаром. Антон, тебе нельзя сахар после 2 часов. Я за последние полчаса уже, мне кажется, недельную дозу сожрал. Ладно, вот теперь все. Только воду. Какой Харли Дэвидсон тут нашел. Ништяк.
Решил проверить, мотик мой стоит или нет. Все равно мимо прохожу этой улицы, чтобы на EDC попасть. Последний раз посмотрю. Ну, никак не последний раз, ладно. Перед заходом на территорию, потому что там re-entry нельзя делать. И, соответственно, мы с ним попрощаемся на ближайшие... Да, 10 часов. 10 часов? Да, реально. 9 часов, нифига себе. Господи, я так долго... Я так только играть могу долго. Я чуть не думал, что 9 часов танцевать придется. Это жесть вообще. Ну ладно, зато я теперь точно шафл научусь. Сейчас я прям буду... Включу еще видеоуроки по шафлу. И буду просто 9 часов, найду какое-нибудь место, долбить один и тот же танец. Да, моя прелесть на месте. Во. How are you? Yeah, I'm fine. Where are you from? From Russia. Oh, nice. Have fun, thank you. Топ-ап, вон, топ-ап идем. Так, на 2000 закинул. Так, что долго у меня сканирует. Плакатик у нас здесь. Ой, нифига себе, там качалово, блин. Нормас. Здесь я уже вижу следы преступления. О, здравствуйте, это у нас. Так, зашел в VIP-зону. Вот здесь бары есть отдельные. Теоретически, я думаю, здесь очередь поменьше будет. Так, и пока народу нету, посмотрим, какой буфет доступен. Кушать, конечно, мне не хочется, но я думаю, потом здесь будут огромнейшие очереди. Так, хот-дог. Что-то ценник не увидел. А, ну вот, 300 бат, биф-кебаб. Сколько? 900 рублей. Ну, в целом, если учитывать, что это на мероприятии, прям, о. Vegetables. Что-то китайское. Китайские сосиски. Это интересно, это еда или нет? Опа. Здесь прямо на территории, вон, салон красоты, где можно укладку сделать. И все парикмахеры леди-бои. И вон там можно на лице нарисовать всякие шняги. Я не знаю, сейчас можно будет видос снять. Так, вот браслеты какие-то лепят. Садикап. Первый топ-ап, короче, на худи потратил. Сейчас, думаю, еще футболкой закупиться. Я бы так и не взял, потому что, прикиньте, с пакетом все это время ходить. Но тут прям сразу можно это положить в депозит и потом забрать. Вот это классно сделали. Респект за это. Здесь 3 зоны есть. Что-то Bionic Jungle. Вон там вот, я уже не помню название. И самое топовое, это вот этот Kinetic Field. Здесь будут самые звезды, так понял, выступать. Здесь вечером будет Chainsmokers. И
это считается центральная арена, где как раз все салюты будут вечером, когда закрытие. Старая кукла на стуле сидит, смотрит в глаза, что душу гнетут. Черные тени вокруг меня сбился в танце с чащу-то страхи ведут. Голос в тишине зовет меня вслед, эхо в костях вызывает скелет. Кровь на зеркале разбитых ночей, скорее танцуй, не бойся теней. Танцы с тенью, наши ритмы в крови, заколдованы мы в этом страхе любви. Свет и тьма вместе в одно, скрипка плачет за окно. Сердце стучит, обижено в тьму, гримасы ночью мелькают как зной. Острые зубы настигнут одну, не отпустит тьма, лишь мы с тобой. Остановись, смотри за порог, темный алтарь, где тьма как бог. Танцы с тенью до самого дна, в этом магия, но не одна. Танцы с тенью, наши ритмы в крови, заколдованы мы в этом страхе любви. Свет и тьма вместе в одно, скрипка плачет за окно. Танцы с тенью, наши ритмы в крови, заколдованы мы в этом страхе любви. Свет и тьма вместе в одно, скрипка плачет за окно. Танцы с тенью, наши ритмы в крови, заколдованы мы в этом страхе любви. Свет и тьма вместе в одно, скрипка плачет за окно. Сердце стучит, обижено в тьму, гримасы ночью мелькают как зной. Острые зубы настигнут одну, не отпустит тьма, лишь мы с тобой.